Всем привет! С вами IG Daily, и тема сегодняшнего нашего видео – немецкие ясли и садики, и что же нас удивило. А для тех, кто с нами недавно, напомним, мы переехали в Германию 11 лет назад, у нас 2 детей, и на этом канале мы рассказываем о нашей повседневной жизни, о темах, которые нас волнуют, интересуют и которые нас окружают. Как я сказала, сегодня мы поговорим о немецких яслях и садиках, и так как сейчас у нас как раз такой период, когда наш младший ребенок идет к Tagesmutter, это такая няня, мы подумали, что было бы интересно об этом рассказать и вам. Да, решили снять это видео и рассказать, в чем отличие немецких садиков от всех других и какие здесь есть, в принципе, садики, ясли и как они различаются. На самом деле немецкие садики и ясли очень отличаются от привычных нам. Начнем с того, что около года обычно ребенок идет уже либо в ясли, либо к Tagesmutter. Это такая няня. Женщина, которая может присматривать за детьми, от 3 до 5 детей обычно у нее. Она полностью проходит все курсы от государства, от города, у нее есть специальное разрешение, проверка также от города осуществляется регулярно, и оплачивает ее работу также город, как и садики в принципе. Основное отличие няни от ясель в том, что там у няни более камерная обстановка, то есть всего от 3 до 5 детей, очень домашняя обстановка. А в яслях, конечно, детей больше, около 10-15 в группе, и там где-то 2-3 воспитателя на всех детей. То есть там намного больше движения происходит, так сказать. Да, я буду, конечно же, говорить в своем негативном ключе про Tagesmutter. Есть, в принципе, Tagesmutter и Krippe. И, как уже Ира сказала, чем они отличаются. И, конечно же, проблема опять-таки назревает на том, что в Krippe, то есть в яслях, у вас будет несколько воспитателей, а Tagesmutter будет одна. И сразу, если она заболела, либо что-то произошло, вы сразу остаетесь без человека, без замены, без человека, который будет присматривать за вашим ребенком. И когда наша старшая дочка ходила, она тоже ходила к Tagesmutter, потому что мы тоже не нашли места в Krippe, в яслях. В принципе, Tagesmutter найти очень просто. Но не всегда. Но намного проще, чем место в Krippe. И мы, конечно, попали к ней. И поскольку мы очень сильно по времени затянули с этим, ну не мы, а жена, то нам приходилось ездить к этой Tagesmutter 15 километров в одну сторону. И это была большая проблема. И большое по времени, это очень много времени занимало. И, в принципе, эта Tagesmutter, были много проблем по поводу болезней детей. Да? Здесь, в принципе, в Германии эта тема такая очень сильно затронутая, скажем так, потому что в яслях и в детском саду дети очень сильно болеют. И, в принципе, можно ходить в ясли, в школу, еще куда-либо с температурой до 38. Да? Но это не проблема Tagesmutter. Нет, это не проблема, это как раз таки сделано, да, это вы можете ходить с соплями, с кашлем, с чем угодно. Да, кашляешь, да, заходи. И они все друг за другом болеют, и они друг друга заражают, и так тем самым они укрепляют иммунитет. И у нас было так, что наша дочка, когда ходила к Tagesmutter, она неделю ходит, неделю болеет, неделю ходит, 2 недели болеет. Я знаю, что такое у всех. Такое не только в Германии, когда ребенок начинает ходить в какое-то дошкольное учреждение, в садике. Этого не избежать, потому что до этого у него был контакт только дома со своей семьей, а там сразу намного больше детей. И так у детей вырабатывается иммунитет, да, они начинают болеть чаще, но потом в школе это все пропадает. Да, и постоянно вместе с детьми, конечно же, болела Tagesmutter. И потом она когда-то сказала: слушайте, давайте мы сделаем сейчас 1 неделю паузу, пускай все выздоровеют, и потом все снова придем, потому что это бесконечный такой был у нас круг, когда все болеют, например. Там 5 детей максимум можно иметь, и всегда все 5 было у нее. И, например, один ребенок болеет, потом он приходит, другой ребенок уходит, потом она заболела и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, она очень часто сама по себе болела. Нам очень не повезло, конечно, в этом плане с ней. И это было довольно проблематично, потому что вы тогда не можете ходить на работу, вам надо сидеть с ребенком. Есть также
так называемый Битрон, которая замена для нее есть, но она находилась в городе, вообще в другом помещении, во всем другом. Это, по сути, нам нужно было по новой полностью приучать ребенка к другой няне. И это было проблематично, и мы никогда этим не пользовались, хотя имели на это тоже право. Да, как ты уже сказал, по поводу привыкания, здесь происходит не так, что ты пришел, отдал ребенка сразу на целый день или на сколько-то часов и все. Нет. Начинается, конечно же, здесь с привыкания. Привыкание достаточно мягкое. То есть сначала ты приводишь ребенка на 1 час и с ним находишься там среди детей, среди няни. Он может к тебе в любой момент подойти, поиграть где-нибудь отдельно с детьми или с другими игрушками. То есть он привыкает к этой обстановке. Так можно пару дней ходить, находиться вместе с ребенком. Дальше, где-то на 4-й день, мама может, или папа, конечно, может уйти, допустим, на час, оставить ребенка одного играть. Няня посмотрит, как он себя ведет, она попробует сама его развлечь, чтобы он не плакал, как он взаимодействует с другими детьми. И так постепенно это время будет увеличиваться. И, конечно же, нет определенного строгого правила, что за 2 недели или за 4 недели все, ребенок достается полностью у няни или в яслях. Нет, такого нет. Это все зависит, конечно же, от ребенка, от каждого конкретного ребенка. Смотрит на его состояние, насколько он хорошо себя там чувствует. Если он очень много плачет, то, конечно же, это время будет более растянуто, то есть больше займет ваше привыкание. Но в целом этот подход мне очень нравится. Он происходит очень мягко для ребенка, постепенно, для него нет слишком большого стресса. И в целом я довольна, как это происходит у нас. Я считаю, что ребенок уже привык, прошло меньше месяца, он уже остается у няни. Когда мы его отдаем, он абсолютно не плачет уже, он остается там и на обед, он остается там и на сон. И потом мы его встречаем, нас встречает отдохнувший ребенок. Конечно, сначала есть проблемы. Сначала, например, у нас ребенок отказывался там есть. Но это вполне нормально для такой ситуации. Это все же стресс для ребенка. Но няня также говорит, такое бывает. И такое бывает и у многих детей. Она ему предлагает периодически все равно еду после этого, допустим, или после сна. И вот сейчас уже он привык, он уже кушает. Для меня это, конечно, большое облегчение, потому что ребенок не голодный. Вот, так что вот такой у нас был опыт. В целом, нашими нянями и первой няней от нашего ребенка были очень довольны. Она была очень внимательная к детям. Мия до сих пор ее вспоминает. И когда в школе была, она очень вспоминала. И когда мы прощались с ней, она очень расстроилась, что больше не будет ходить к своей няне. То есть эта обстановка такая камерная, уютная, более домашняя. Детям намного легче с ней, я бы сказала, чем в садике. Но есть минус. Когда ребенок дальше идет в садик, нужно снова привыкание к другим детям, к другим воспитателям, к другой группе. Когда ребенок ходит именно в крипы, чаще всего эта интеграция происходит мягко, так как в этом же заведении есть как ясли, так и садики. И потом, когда дети уже достигают приблизительно 3-летнего возраста, периодически и группы иногда на полдня отводят в садик к более старшим деткам, чтобы они уже привыкали к этим воспитателям. Когда ребенку исполняется 3 года, он начинает ходить в садик. Садики в Германии во многих землях бесплатные. Мы платили около 50 евро только за обеды. И вот здесь также начинаются достаточно большие различия в тех садиках, к которым мы привыкли или в которые мы ходили, когда были маленькие, и немецкими садиками. Что тебя больше всего удивило? В немецком садике, во-первых, то, что дети туда приходят, и они сами себе расположены. Они могут играться сами, они могут, если ты хочешь играть с этой машинкой, играй. Если ты хочешь листать книжку, можешь листать книжку. Хочешь на улице песок есть или играться в песке, пожалуйста. Полная свобода действий. Никто никому ничего не навязывает, не мешает. И, конечно же, конфликты сразу пресекаются. По поводу конфликтов у нас было достаточно много конфликтных ситуаций, когда со старшей дочкой пришел в садик один мальчик, и он был тоже там русскоговорящий, и с этого момента начались там, конечно же, проблемы, которые потом дошли до директора, и этого мальчика
отсадили в другую группу, скажем так, и он оставался под пристальным присмотром до тех пор, пока он не закончил этот садик. И, конечно, моему терпению пришел конец, когда я прихожу, у моей дочки там под глазом такой небольшой, ну, как синяк такой, я говорю, а что случилось? Вот, мне этот мальчик там, ну, кубиком деревянным кинул в лицо. Ну, я такой там, конечно, хай поднял в тот день, и еще у нас у Мии была подружка, и ей тоже там, по-моему, ударил. Я, конечно, сказал, что так дело не пойдет. И либо я не знаю, что я должен сделать, идти в полицию и так далее. Либо вы как-то решаете эту проблему. С директором лично поговорил. И эта проблема была, конечно же, решена. Этого мальчика убрали из этой группы. И, в принципе, там группы сделаны, например, у нас было, по-моему, 3 или 4 группы. И дети из этих групп могут друг к другу ходить. И в этом вообще не было никакой проблемы. Этому мальчику потом запретили вообще ходить по этим другим группам. Потому что, ну, были всякие различные моменты. Ну, конечно, там типа пойдем за угол, я тебе кое-что покажу, там такое. Всякие уже, ну, то есть ребенок там в 5-6 лет уже какой-то там чудил, и то есть надо было за ним пристальный присмотр. Но все равно это все работало. На самом деле это скорее исключение, я бы хотела сказать. У нас несколько лет в садике не было абсолютно никаких проблем. Если у детей возникают какие-то споры, прежде всего воспитатели хотят, чтобы дети в первую очередь учились сами разрешать эти споры. Они говорят, что нужно сказать, какие слова нужно говорить, стоп, мне не нравится это, прекрати. И только когда дети не могут договориться, когда ребенок другой не слушает, например, несколько раз, тогда они обращаются к воспитателям, воспитатели принимают другие меры. Тогда они уже разговаривают с этим ребенком. Если это не помогает, доходит до родителей, вот так только по нарастающей. Никогда сразу воспитатели не вмешиваются, если дети начинают о чем-то спорить. Но начнем, наверное, сначала, с распорядка дня. У них нет такого, конечно, в садиках есть определенный распорядок дня, когда они приходят, у них сначала такой кружок утренний, они могут рассказывать какие-то интересные вещи, потом у них завтрак идет. Но здесь, например, нет дневного сна, абсолютно нет. В комнате может стоять где-нибудь уголок с кроваткой или просто мягкий уголок. Если ребенок устал, он может подойти, прилечь и поспать. Ну, в некоторых садиках есть еще дневной сон. Ну, очень редко уже. Но на самом деле, когда ребенок, он уже привыкает без одного сна, и если он еще раз днем поспал, то он потом до самого позднего вечера не может уснуть. И это, конечно, тоже для родителей большая проблема, поэтому лучше, если ребенок не спит, и он целый день там тянет, и потом его в 7 вечера ложишься спать, и все, и он спит до самого утра. Но я знаю лично, у наших друзей был садик, где был дневной сон, и маму это так раздражало, потому что вечером ребенка невозможно было уложить на ночной сон. Но бывают еще такие дети, которые уже не спят днем в этом возрасте. И им тогда тяжело, когда вся группа спит, а он лежит и не может уснуть. И его и занять воспитатели тогда ничем не занимают, потому что он в это время должен находиться с другими детьми. Так что это тоже такой спорный вопрос, да? И еще, что здесь интересно, здесь не заставляют ребенка есть. Если ребенок покушал, сколько он поел, хорошо. Не хочет есть, не надо. Никто не будет заставлять его доедать. Да, сначала дети очень могут быть придирчивы к новой еде. Она все же новая для них, да? Но потом они привыкают, и они едят все. У нас дочка до сих пор обожает и вспоминает томатный суп или тыквенный суп, который она ела в садике. Мама, сделай как в садике суп. Сделай как в садике. Она говорит, в садике у нее была самая вкусная еда. Она ела и рыбу, и каши, там абсолютно все. Это мне тоже очень нравится. В нашем садике еда была очень хорошая. У нас были специальный повар, которая сама готовила детям домашнюю еду. Было здорово. Мия всегда была очень довольна, всегда говорила, что было очень вкусно, всегда все ела. Без проблем. Ну, повар, кстати, был в садике тоже откуда, с Восточной Европы. С Восточной Германии. Или с Восточной Европы. Ну, не с Германии, с Восточной Европы, да. В немецком садике все построено вокруг игры. Здесь с детьми не занимаются английским языком, с ними не учат алфавит, с ними не разучивают стишки, например. У них нет конкретных заданий, где дети должны сидеть уже как за партами и подготавливаться к школе. Нет, здесь дети играют, занимаются чем хотят. То есть у них есть отдельный уголок с куклами, например. Кто хочет, может пойти туда. Есть отдельно уголок с музыкальными инструментами. Ребенок может пойти попробовать различные музыкальные инструменты. Есть уголок с книжками. Ребенок может пойти
прилечь или сесть в мягкий уголок и начать листать книжки. Иногда воспитатели читают книги. Здесь никогда нет такого, что нужно. Здесь все построено в первую очередь на желание ребенка, потому что в это время он всему учится через игры. И здесь можно ходить в одежде, в первую очередь, которую тебе не жалко. Здесь не будут надевать на девочек бантики, белые колготки, белые блузочки какие-нибудь. Когда мы пришли только в наш садик на регистрацию, нам няня сказала: ну да только вы одевайте, пожалуйста, вашу девочку так, чтобы было не жалко эту одежду. Потому что когда прошел дождь, дети все равно идут на улицу в любую погоду. Они могут играть, бегать по лужам, прыгать. Конечно, у них для этого есть резиновые сапожки, есть специальные костюмчики для этого непромокаемые. Но воспитатели никогда не будут запрещать детям пачкаться. Они могут испачкаться красками, они несколько месяцев весной, летом бегают босиком по песку. Никто им не запрещает, это наоборот полезно. И очень часто мы даже делали много видео и фото делали. Когда мы забирали нашего ребенка из садика, она была настолько грязная, она была вся в песке, тут у нее какие-то пятна от фруктов были, но ребенок был счастливый, она просто с такой улыбкой всегда к нам бежала, что она там накопала яму в песочнице какую-нибудь. Да, я говорил, что за шахтеры тут у нас вообще грязные, что лицо грязное, все грязное. Ну. То есть мы сразу потом после садика брали ребенка, ее просто берешь, потом садишь так в ванну, снимаешь всю одежду сразу в стирку, ее вымываешь и все. Но ребенок был очень довольный, они очень много времени проводили на улице, играли с другими детьми, и это классно. Для учебы здесь есть школа дальше, в садике дети играют. Да, но главное отличие немецкого садика от нашего, то, что дети туда действительно ходят с удовольствием. У нас не было такого, что «О, я не хочу идти, можно я не пойду». Она реально просто собиралась и бежала в садик, потому что там друзья, там классно, там развлечения, бегать, прыгать. Ну, супер, всегда с очень хорошим настроением шла в садик, и я не могу сравнить, и не могу сравнить с собой, когда я каждый день шел в садик со слезами, что даже родители потом перестали меня водить уже в подготовительную группу, в садике я не ходил. Ну, на самом деле у нас отвратительные садики, я по-другому это не могу никак сказать. Сравнить даже невозможно, просто с каким настроением ходят в наши садики и какие здесь. Я думаю, есть везде, это очень индивидуально, есть у нас наверняка хорошие садики. Но здесь абсолютно другой подход. Нет. Но еще, что мне нравится, здесь воспитатели, они не надзиратели за детьми, как, возможно, в наших садиках. Они здесь в первую очередь друзья детям. Они их направляют, подсказывают. Здесь запросто ребенок может подбежать, обнять воспитателя, там, посидеть у него на коленках. И здесь дети воспитателей называют на «ты», не на «вы». Да, но потом в школе будет как раз-таки противоположно. Когда вы приходите в школу, вам говорят: так, на «ты» вы с учителями не говорите, вы говорите теперь, учите на «вы» с учителями. И вы говорите, например, там «фрау Баум» там, или еще что-нибудь. Уже ты говоришь к учителю, обращаешься на «вы» и по фамилии к ней. Это уже как раз-таки школа, это вот эта вот граница развлечения между садиком и школой, когда начинается. Еще, наверное, для некоторых, кто недавно переехал в Германию, было немножко шоком, что здесь в садиках нет таких утренников, каким мы привыкли. Здесь дети не готовят выступления, родители ночами не шьют костюмы, не сдают деньги, например, на это все. Не учат стихи, как я уже говорила. Здесь праздники проводят достаточно расслабленно. Какой-нибудь чай, печеньки, и в основном только для детей. Здесь не приглашают родителей на выступления, никто это не снимает на камеру. Здесь это проходит намного проще для детей, да? Но точно так же для детей здесь стараются придумать что-то интересное на праздники, на Рождество, конечно же. На Хэллоуин они делают специальные завтраки, и воспитатели подготавливают там в форме каких-нибудь, не знаю, скелетиков или в форме тыквочек и завтраки специальные. Детям очень интересно. Да, никто не будет до слез заучивать ваш дурацкий стих, который для ребенка огромный стресс. Я по себе помню, когда ты выходишь на сцену и перед всеми тебе надо рассказать, либо перед Дедом Морозом. Здесь такого, конечно же, нету. Все в очень расслабленной обстановке. Не надо никакие стихи учить, не надо никакие сценки делать, чтобы порадовать ваших родителей, потому что родителям это не надо. Не
сильно, чтобы ребенок под стрессом был и так далее и тому подобное. Надо, чтобы это все было поэтапно развивалось, как оно здесь и работает. И работает это прекрасно, как я уже сказал. Но мне кажется, эти все конкурсы, праздники, это и для родителей стресс. Это, конечно, здорово, может быть, посмотреть на ребенка на сцене, но для чего? Родители точно так же до этого должны готовиться, думать про костюмы. Я знаю, очень часто сдают еще деньги на такие мероприятия, готовят какие-то там сладкие столы для детей, что им абсолютно, в принципе, не нужно, как я считаю. Здесь дети лучше пойдут, их возьмут, соберут всех, и на троллейбусе они поедут в лес, например, ближайший какой-нибудь, на конечной остановке троллейбуса. Они будут ходить, там будет специальный воспитатель, который хорошо осведомлен, как биолог, допустим, наш, да? Будет рассказывать, что это за травка, что это за жучок, и дети будут учиться ходить по бревнам каким-нибудь, допустим, выстраивать какие-нибудь маршруты, тропинки и так далее. Следы будут смотреть и Следы записывать. птиц, например, могут смотреть, потом зарисовывать их, и потом вместе обсуждать, что это мог быть за след, какая птица могла его оставить, например. Но зато здесь развиты, например, ярмарки. Если вас пригласили, к примеру, на рождественскую, так сказать, ярмарку, да, там будет, например, какой-нибудь костер, на этом костре они будут жарить или маршмеллоу, или такие хлеб, наматываешь на палку и жаришь на костре. Но и также там будет ярмарка такая, когда от этого садика будет выставляться, например, каждый воспитатель будет стоять возле своего столика, и на этом столике вы можете купить, к примеру, кофе, купить, да, причем за наличные деньги, но он символически стоит там 1 евро, 50 центов, блинчики будут. И последнее у нас в садике было, там было интернациональное, да, как бы там какой-нибудь с Турции, там еще с Восточной Европы, там еще с чего-то. И у каждого еду вы можете попробовать. Эти деньги, конечно, они не идут в карман этим воспитателям, они идут, например, на нужды садики. И вот, например, то, что они там собрали, 200 евро, 300, они купили там, например, зонтик или купили еще что-нибудь именно для садика. В этом плане, конечно, это тоже интересно, и тогда ты уже понимаешь, что это не обдиралово денежно, а то есть оно куда-то... И я вспомнила еще одну такую ярмарку. Это не просто воспитатели что-нибудь приготовили, да, они очень активно задействуют в этом детей. Например, у нас продавали обычные такие бутербродики, чем-то намазанные. Так вот, этот хлеб пекли сами дети. И не просто они смешали муку, дрожжи, да. Воспитательница принесла прям зерна пшеницы, например. У нее была такая машинка, где она могла помолоть эти зерна в муку, то есть они делали полностью весь процесс от начала и до конца. Воспитательница это все фотографировала, весь процесс, как делали дети, как они выпекали этот хлеб. Потом она развесила даже фотографии, что вот это наш ребенок сделал в этом процессе, участвовал, другой ребенок кто-то делал. И это очень здорово посмотреть, и есть хлеб, который сделал твой ребенок, можно гордиться этим даже. Вот. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел в садик, либо в ясли здесь, ясли, конечно же, очень малое количество детей они принимают, и туда надо постараться, чтобы попасть. Но если вы попали в ясли, выбирайте так, чтобы вы с этих яслей идете сразу в садик, в этом же здании. Тогда ребенку не надо будет 2 раза привыкать к разным воспитателям, к разным детям, ко всему остальному. Делайте так. Но, как я уже сказал, с первым ребенком у нас этого не получилось, и со вторым тоже не получилось. Может, мы потом перейдем дальше в такие ясли, именно где несколько воспитателей, но пока у нас няня, и после няни в 3 года ребенок идет уже в детский садик. И, в принципе, и там ему надо будет теперь привыкать. Что я бы хотела отметить еще? Конечно, сначала нам было очень непривычно, когда ребенок пошел в садик. Здесь все было абсолютно по-другому. Как я сказала, нет этого определенного распорядка дня, режима. Хотя нет, распорядок дня есть, просто он очень мягкий для детей. Но мы думали, может, что-то не так, что-то это не так работает, не так, как мы привыкли. Разве это правильно? Но потом, когда мы увидели, что ребенок ходит туда счастливый, что он возвращается оттуда с улыбкой на лице, что он ходит в садик каждый день с удовольствием, что он любит своих воспитателей. И это, наверное, самое главное для нас. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя там комфортно, не забито. Это в первую очередь, конечно, способствует его дальнейшему развитию, да. А вовсе не
заучивания стишков. Да, но все равно вам надо всегда это проверять, потому что если ребенок ходит с большим-большим удовольствием, а потом в один момент он говорит: ой, я не хочу туда идти или еще что-то, у нас тоже такое было, когда есть у всех там, например, моменты буллинга, это есть и в школе, и в садике. И если у вас такой момент начался с ребенком, вы должны у него спросить: тебя кто-то обижает, что происходит, почему ты не хочешь теперь ходить? И обязательно под этим есть какая-нибудь ситуация, какая-нибудь история, почему ребенок больше не хочет ходить. То его дети обижают другие, вот дети другие не берут с ним, не играются. Это проблем вы как родитель должны уже с ним решать, говорить с воспитателем, может она что-то знает, что-то слышала. Смотреть также, чтобы у него не было каких-либо там синяков, почему они должны появляться. Вообще там супер все безопасно, и там ребенок не должен с какими, грубо говоря, с синяками на лице приходить или большими ссадинами или еще с чем-то. Ну, конечно, бывают разные случаи, они там бежали с друг другом, врезались друг друга там и заплакали. Но в остальном вам надо все равно проверять, если ребенок ходит с удовольствием, а потом внезапно это пропало. Конечно, нормальный процесс, когда ребенок сначала нехотя ходит, а потом он привыкает ко всем, разыгрывается, он с другими детьми, у него уже эти воспитатели будут как, грубо говоря, вторые родители, они будут им там книжки читать и так далее и тому подобное. Вот. И, конечно же, в садике есть такие же проблемы, да, проблемы есть везде, и у нас были такие проблемы, у нас на группу, например, было 3 воспитателя, 4 группы, и были такие моменты, когда осенью все там болеют и так далее, и тогда, например, остается одна группа, и в этой группе собирают только детей, у которых 2 родителей работают. Тогда вы имеете право оставаться в этой группе, а не забирать ребенка домой и сидеть с ним. И у нас тоже такое было, потому что у нас была одна воспитательница, такая уже пожилая женщина, она потом ушла на пенсию, и на ней эта группа держалась. И были там 2 молодых воспитателей. Так вот, если она, например, заболевала, то все другие 2, но я так понимаю, потому что я супер не верю, когда одновременно там 3 человека вдруг все вместе заболели, потому что иммунитет у воспитателя довольно сильный. Просто она заболела, и другие говорят: блин, нафиг нам вдвоем тянуть эту группу, мы тоже тогда заболели. Это твое мнение, это не значит, что это правда. Ну да, и это мы додумки, скажем так, обычно они правдивы. И я как-то прихожу в школу, а они, например, в садик, а они к 8 присылают мне письмо. А в 8 у меня уже начинается садик. Уже ребенок 8. А вы что, наше письмо там не получили, наш имейл? Я говорю: нет. А ваша группа сегодня не работает. Я говорю: мне все равно, работает или нет, а ребенок сегодня остается, я поехал на работу. Там. Я говорю: так не бывает, что у вас все заболели, и ничего. Это же вы не серьезно, говорит мне. Я говорю: нет, конечно же, серьезно. И ребенка я оставляю по-любому. Ну ладно, да, но вот это вот так не пойдет. Я говорю: конечно, так не пойдет, если у вас из 4 группы сделалась внезапно одна, и я должен теперь ребенка забирать, как-то не идти на работу, не работать. Я говорю: как это должно происходить, как это должно работать. Ну и всякие такие моменты были, конечно, тоже. Когда мы думали, что вот это у няни будет так, что не будет вот эти воспитатели болеть, потому что у меня не одна, здесь 3. Тоже было несколько раз такое, что выпадали это меня, конечно, действительно сильно разочаровывало и раздражало. Еще один момент отличия немецких садиков от наших в том, что немецкие садики не работают до 18 часов или до 19 часов. Чаще всего садики работают до 15, 16, наверное, максимум до 16:30. То есть здесь нет прям полного рабочего дня в нашем понимании, да? И ясли точно так же. Очень многие тагесмуты работают до 14 часов. Потом ребенка, будь добр, забирай и проводи ты с ним время, потому что ребенок все же маленький. Это, наверное, не совсем правильно, когда ребенок 12, 10 часов, 9 часов находится в садике и не видит своих родителей. Я понимаю, для меня и для многих работающих родителей, конечно, это сложно, потому что наш рабочий день чаще всего 8 часов, и сокращать нам его никто не собирается. И плюс еще, если добавить время на дорогу, на работу и так далее, то очень сложно, конечно, совмещать и семью, и работу. Мы делали это так, что, например, я рано уезжаю на работу, мой муж позже отводит ребенка в садик, но я могу тогда раньше вернуться с работы, раньше забрать ребенка. А мой муж, так как он позже начал работать, он позже приезжает с работы, когда мы уже дома, например. То есть постоянно приходится выдумывать какие-то
компромиссы, свои схемы, как это все сделать, особенно когда у тебя здесь нет бабушек, дедушек, и справляешься сам с садиками, в которые работают вот только до Ну, после я не обеда. считаю, что Ну, все-таки да. бабушки и дедушки это полноценная замена. Ребенку надо развиваться, ему надо смотреть на других детей, ему надо учить язык, ему надо учиться общению, ему надо полностью развиваться. Когда ты сидишь, например, дома с бабушкой, с дедушкой, это все равно у тебя 2% от твоего развития, от того, что ты можешь получить в садике. Вот реально, это правда. Это 2%, и это очень большая ошибка, если вы так делаете. Как можно скорее отдавайте ребенка, и чем вы скорее его отдадите, чем раньше, тем это будет лучше для него. Но и не забывайте, что ребенок это все-таки не игрушка, это ваш ребенок. Вы не можете его отдать на 12 часов и там оставить. Это просто как помощь вам, это как уже подготовка к школе, к его дальнейшей жизни и тому подобное. Итак, подведем итоги, расскажем, что больше всего отличает немецкие садики от наших, да? В первую очередь, что воспитатель здесь не надзиратель, он партнер, он сопровождает ребенка по его маленькому этапу жизни. Второе, ребенок здесь сам решает, хочет он есть или не хочет, хочет он спать или не хочет он спать. Третье, здесь все строится через игру, а не через надо, нужно, обязательства. Четвертое, здесь нет утренников, здесь нет обязательных выступлений, все очень спокойно, на своем желании, без стресса для родителей и для ребенка. И пятое, здесь есть тагесмута, это как дневная няня, где очень камерная, уютная атмосфера, можно сказать, что это как у бабушки. Если у вас были какие-либо случаи, удачные или неудачные, в садике, в яслях, ките, у тагесмут или еще что-нибудь, пишите это все в комментариях. Мы, может, сделаем еще одно видео даже про школу. Про школу у нас тоже есть что рассказать, и тоже и позитивное, и негативное. Как всегда, я люблю негатив. Я больше, как обычно, за плюсы и Да. за Ну, хорошие я стороны. реалист, поэтому я говорю как есть, да, то, что мне нравится, и то, что мне не нравится, и то, что могли бы они улучшить. Пишите, что вас удивило больше всего, что нравится в немецком подходе, что не нравится, возможно. Делитесь своим опытом. Спасибо за ваше внимание. Всем Да, пока. всем пока, ставьте лайки, не забывайте, если понравилось видео. А если не понравилось, ставьте дизлайки. Какой расческой ты пытался расчесаться?